Представляю вам обзор по магу. Общая информация. Исходя из опыта Кореи, где игроки достигли уже 300 уровней, эффективность имеющихся классов в PvE и PvP давно проверена и хорошо известна. По этой классификации определенным рубежом считается 190 уровень. До него и после эффективность классов в игровом процессе меняется. Что касается мага, то он ставится игроками на первое место как в PvE и до и после 190 уровня, так и в PvP до 190 уровня. Но вот после этого рубежа его эффективность падает, и он перемещается на третью позицию из имеющихся 6. Под PvE мы понимаем фарм мобов в поле и данжах, под PvP арену 1 на 1 и фри ПК PvP в поле. С чем же связаны такие выводы? Плюсы и минусы. Начнем с минусов. У мага слабая защита от физурона. Мобов с магическим уроном гораздо меньше, чем физиков. В данжах, правда, последние этажи часто заполняются противниками с магическим уроном. И тем классам, у которых слабая магическая защита, приходится нелегко. У мага с этим проблем нет. У него медленная автоатака, что вынуждает нас использовать по максимуму атакующие скиллы, чтобы кулдаун позволял обойтись без автоатакующего базового скилла. Расходники на восстановление маны дороже, чем на здоровье, а магу приходится в достатке покупать и те, и другие, что может вылиться в обнищание персонажа, все деньги которого будут уходить на зелья, МП и ХП. Маг носит тканевую броню робу, где упор как раз на магическую защиту. Плюсы мага — это высокий дамаг. На арене он доминирует за счет того, что быстрее сносит противнику ХП. Но против паладина, причем правильно прокачанного, у него мало шансов как раз к 190 уровню, когда решает количество ХП, десятки бафов, не говоря уже про топ-шмот с нужными накрученными характеристиками. Раскачка дамага позволяет ему уничтожать мобов раньше, чем они доберутся до него и нанесут урон, или добивать их уже, когда они совсем рядом. Исходя из этого, главное в магии — это компенсировать слабую физзащиту. Если решить эту проблему, он будет доставлять вам удовлетворение от игры, а не горькое разочарование, подыхая под мобами из-за нехватки зелий. А потребление зелий на МП можно сократить за счет нефорсирования прокачки скиллов. С каждым уровнем скиллы требуют все больше маны, а восстанавливается она естественным образом крайне медленно. Статы. Касательно характеристик статов персонажа. Здесь у нас представлены стартовые статы мага первого уровня. Маг у нас использует всего две характеристики, дающих ему все, что необходимо для жизни. Это интеллект для маг-атаки и маг-крита, и дух или мудрость. Это магическая защита, количество и естественное восстановление МП, уклонение от магических атак. Некоторые игроки устраивают перелив характеристик в здоровье и силу, что противоречит первоначальной концепции и рекомендуемым статам. Но это может дать весомые преимущества в дальнейшем. Об этом поговорим подробнее во второй части обзора. Рекомендуемые статы всегда выделены подсказками. Касательно того, куда больше вливать очков характеристик, в интеллект или дух, здесь следует иметь в виду, что сила атаки измеряется в количественных показателях. У раскачанных игроков к 190 уровню она может достигать от 5 до 20 тысяч, но это в зависимости от уровня и класса персонажа. Решает ли количество атаки? Да, решает, но не всегда. Опыт подсказывает, что чаще решает количество здоровья и физзащиты. Скиллы мага. Они у нас, как обычно, делятся на активные, дамажащие скиллы и пассивные. На первую вкладку, состоящую из 5 ячеек, мы будем размещать активные дамажащие скиллы. А пассивные они у нас, соответственно, на вкладке не размещаются. Начнем с первого активного скилла, это огненный шар. Он наносит дальнюю атаку в 135% магического урона в дополнение к атаке атрибутом огня плюс 10. Имеет дополнительный эффект, 10% шанс нанести 25% магического урона каждые 2 секунды в течение 6 секунд. И имеет кулдаун 7 секунд. Вся информация по скиллам относится к скиллам первого уровня. По мере прокачки их показатели будут, в частности процентные, увеличиваться. Следующий скилл — Ледяной Град. Имеет кулдаун 15 секунд, наносит 135% магического урона и добавляет плюс 5 к атаке атрибутом холода. Дополнительный эффект снижает скорость передвижения цели на 50% на 6 секунд. Ливень молний.
кулдаун 8 секунд. Добавляет плюс 5 атаки атрибута молний к 135% магической атаки. Дополнительный эффект 10% шанс оглушить цель на 1 секунду. Магическая сфера 6 секунд кулдауна. Одиночная атака со 195% магического урона. Волшебная стрела. Одиночная атака с 85% магического урона. Она имеет 1,5 секунды кулдауна. Обретение знаний. Кулдаун 180 секунд. Увеличивает урон всех атрибутов членов группы, находящихся в одной и той же области на 30 на 300 секунд. Щит маны. 60 секунд кулдауна. На 15 секунд даются следующие эффекты. 500 к щиту, на 50% увеличение вероятности игнорирования входящего урона. Простой удар. Одиночная атака со 180% силы атаки. Имеет 6 секунд кулдауна. Призыв метеора. Кулдаун 120 секунд. Наносит дальнюю атаку с 515% магического урона в дополнение к атаке огненным атрибутом плюс 30. Дополнительный эффект. Каждые 2 секунды в течение 12 секунд наносит урон от горения, равный 10% от силы атаки. 30% шанс отбросить цель и получить ее оглушение на 2 секунды. Дает эффект. Увеличивает потребление маны на 30% на 10 секунд. Запретная воля. Снимает все состояния контроля. Восстановление 40 минут. Переходим к пассивным скиллам. Магическое извержение. Естественное увеличение. Мана увеличивается на 10. Лунный свет. Расход маны снижается на 3,5%. Эксперт по рыбной ловле. При ношении тканевой брони, робы, как для шлема, так и для брони и перчаток, увеличивает защиту на 160. Максимальный вес увеличен на 20. Увеличивает шансы игнорирования входящего урона на 2%. Трость. При ношении посоха увеличивает магический урон на 33. Следующие скиллы. Данный скилл у нас по переводу увеличивает силу атаки на 0,43 за 1 единицу интеллекта. Максимальный хп увеличивается на 1,5. Укрепление жизни. Максимальное хп увеличено на 50. Психологические тренировки. Максимум маны увеличен на 5. Поле битвы. Опыт, получаемый за убийство врагов, увеличивается на 2%. Следующий скилл. Золото, получаемое за убийство врагов, увеличивается на 2%. Переходим к конкретике. При фарме мобов следует учитывать, что наша главная задача не подпускать моба к себе, чтобы он умирал гораздо раньше, чем доберется до нас. Но, исходя из того, что мобы бегают достаточно шустро, речь не относится к нежити, которая передвигается помедленнее, это достаточно сложная задача, если вы играете бесплатно. У вас будет меньше защиты, вы будете проседать по здоровью, и мобы будут сносить вам достаточно ощутимое количество хп. Поэтому будем исходить из того, что моб, получающий урон, помимо урона должен еще замедляться, затормаживаться, оглушаться, то есть всячески тормозить его подход к вам. И исходя из этого нам и нужно будет подбирать скилл билд. Первый скилл огненный шар мы будем использовать на нашей первой вкладке, и он нам подходит под комбо благодаря своему эффекту. Ледяной град тоже добавим, несмотря на то, что у него кулдаун 15 секунд. Его можно поставить, допустим, первым скиллом, и он будет приносить нам ощутимую пользу благодаря АОЕ атаке. Следующий ливень молний добавим. Он тоже захватывает сразу несколько мобов и приносит достаточно неплохие бонусы. Ну и в комбо у нас пойдет магическая сфера и волшебная стрела, благодаря их небольшому кулдауну. Что касается бафов, например, обретение знаний на 180 секунд, щит на 60, то здесь, в принципе, исходя из их времени, их можно переместить на вторую вкладку. Хотя, если вам не хватает защиты, вы можете пятым скиллом вместо, допустим, ледяного града разместить щит маны. Удар, в частности, для мага он бесполезен. Призыв метеора 120 секунд. Каст довольно долгий, конечно, эффективный урон по области, но он больше подойдет нам для PvP, для арены в частности. Ну и к тому же увеличение потребления маны на 30% нам совершенно не нужно. Запретная воля тоже больше подходит для PvP ситуаций. Исходя из того, что в зависимости от роста уровня скиллы требуют у нас повышенного количества маны, как правило, выше 5 уровня качать скиллы проблематично.
для тех, кто играет без доната. В противном случае он столкнется с тем, что все деньги будут уходить на зелье. А это нам совершенно не нужно, потому что деньги требуются на другие, более нужные вещи. Касательно пассивных скиллов, здесь их можно качать в свое удовольствие, потому что они не используют ману и дают нам полезные бонусы. Ну вот, например, расход маны снижается на 3,5%, то есть повышая данный показатель, мы сокращаем трату маны скиллами. Естественно, увеличение МП, увеличение на 10, ну, в принципе, тоже неплохо, но все равно это очень скромно и практически незаметно в ходе боя. Эксперт по рыбной ловле, но это тканевая броня, если вы выберете ее, то вам она принесет определенные бонусы защиты. А посох на 33, увеличение урона, не такой серьезный показатель. Ну, если прокачивать больше нечего, в принципе, можно и его подкачать. Скилл, который увеличивает силу атак на 0,43 за интеллект и максимальный хп на 1,5, представляет большой интерес, потому что у него довольно вкусные показатели. Максимальный хп увеличен на 50, толку от него не будет. Психологические тренировки, максимум мана увеличен на 5, тоже особой пользы нет. А вот касательно двух последних скиллов, где дается стартовых 2% на повышение опыта и золота, то они обязательны. Комбо Skill Build. Как уже было сказано, главные скиллы на дамаг и с наименьшим кулдауном нас интересуют в первую очередь. Когда в игре было 4 ячейки под скиллы, на вкладке была выработана комбинация скиллов с вариациями в один скилл. Сейчас, когда речь идет о 5 ячейках, у нас появилась возможность добавить менее ценные, но не менее эффективные скиллы, от которых мы раньше отказывались. Может добавить, например, как 5-й скилл на дамаг, так и скилл на щит, например. Ну а то, что остается, помещаем на вторую вкладку. В автоматическом бою они не переключаются, так что всегда это учитываем.